Привет, друзья! Выбрался я сегодня в лес. И знаете зачем? Я очень надеюсь, что сегодня я найду осенний опенок. Время сейчас именно такое, именно для этого гриба. Поэтому идем. Но, как только я зашел в лес, опята меня уже ждали. Но не те. А вот эти, посмотрите на них. Посмотрите, что меня ждало. Да, шикарный, красивый, плотненький гриб. Ну, шикарный, не шикарный, ладно. А вот это вообще, смотрите, породистые такие. О, хорошие. Но, ребята, радоваться нечему. И я вам сейчас расскажу, почему. Сейчас ближе покажу этот грибок. Вот он. Вот он, опенок. Видите, как прорвался сквозь трещину в пеньке. Растет он, видите, сверху по всему пеньку. Вот так вот. На внешней части пенька. Вот он тоже здесь. И пошел двигаться по земле. По земле. И вот такая могучая кучка. Могучая кучка этого гриба. Что же это за опенок? Это у нас ложный опенок серно-желтый. Это, друзья мои, несъедобный. Это ядовитый гриб. Опенок серно-желтый довольно такой яркий. Даже иногда бывает желтый цвет довольно едкий. А вот здесь, обратите внимание, как раз немножечко такой приглушенный цвет. И вполне неопытный грибник может перепутать этот опенок со съедобным осенним опенком. Вполне. Поэтому, друзья мои, если не разбираетесь, лучше первый раз за опятами идите в лес с опытным грибником. Опенок серно-желтый можно увидеть, начиная с весны и аж до поздней осени. Всегда яркий, всегда большими группами, всегда привлекает внимание. Но лучше просто полюбуйтесь этим грибом и не трогайте его. В одних источниках опенок серно-желтый описан как слабо ядовитый, а в других как смертельно ядовитый гриб. Токсичность этого гриба, правда, еще недостаточно изучена, но уже точно определено, что в грибе присутствуют фалотоксины и амотоксины. Это соединения, которые присутствуют в яде бледной поганки. А недавно в этом опенке был обнаружен токсин фасцикулол, который может привести к параличу и смерти. Опенок серно-желтый очень опасный гриб, помните это. Он относится к группе ядовитых грибов с плазмотоксичными и гепатоксичными свойствами, то есть приводит к структурно-функциональным нарушениям печени. После съедания этого гриба признаки отравления проявляются в промежутке от 4 до 10 часов, и все начинается с расстройства органов пищеварения. Ну а потом все самое печальное, а может быть и трагическое. Сейчас попробую его срезать и показать вам, что он из себя представляет снизу и в разрезе. Вот, кстати говоря, обратите внимание, вот прям такие толстые ноги. Ну, выглядит, конечно, очень так мощно довольно-таки. Но мощно бывает выглядит и опенок осенний. Так, ну что, срежем для эксперимента. Естественно, я его брать с собой не буду в корзину. Только для того, чтобы вам показать, срежу один фрагментик. Ну вот, смотрите, что мы видим. А мы видим, ну здесь еще, видите, гриб довольно взрослый, ну большой в смысле, но шляпка еще не полностью раскрылась. И вот обратите внимание на цвет пластинок. Цвет пластинок у нас на вот таком грибе, он светло-светло, такой желтоватый. Светло-желтоватый цвет. Вот. На грибах, которые уже взрослеют. Вот я ножку сейчас оторву, покажу вам. Да, пластинки начинают темнеть, приобретают вот такой светло-оливковый тон.
Ну, а если мы возьмем уже совсем взрослый гриб, сейчас я вам покажу. Я здесь кусочек оторвал. Так, вот, смотрите. Смотрите. О! Да. Здесь опята не совсем, скажем так, плотные, такие более тонкая ножка, более изящная. Но гриб взрослый и цвет пластинок, обратите внимание, превращается в такой конкретно оливковый, оливково-серый даже. Очень неприятный, противный цвет. Вот запомните, как выглядит этот гриб снизу. Это отличительная особенность этого гриба. По крайней мере, у опенка осеннего, съедобного, такого цвета, естественно, нету под шляпкой. А вот я хочу вам показать вот такой экземпляр. Видите, большая шляпка уже у гриба, раскрывшийся полностью. И обратите внимание, цвет пластинок. Да, здесь у нас светло-оливковый такой цвет, но бывает еще темнее. Чем взрослее гриб, тем цвет превращается в более такой темно-оливковый, сероватый, вот, реально противный. Ну, а что у нас с запахом? Вы знаете, в литературе пишут, что запах этого гриба очень неприятный. Но я бы не сказал. Запах, в общем-то, вполне грибной. Вполне грибной запах. Ну, такой вот приглушенный грибной. Вот. И довольно можно спутать с запахом съедобного гриба. Так что, друзья мои, лучше на запах не ориентируйтесь. Ну и для полной картины я сейчас буду надрезать этот гриб. О, видите? Вообще дырка внутри. Вот так вот. О, вот какой он внутри у нас. Так, разрезаем его на две половинки. Итак, что мы видим? Вот какой грибок. Смотрите, здесь был вот этот опенок серно-желтый. Уже все, уже прожил жизнь, так сказать. Но на его место пришли другие. Вот они, серно-желтые ребята. Молоденькие красавцы. Обложили этот несчастный кустик, эту ветку со всех сторон. Он, кстати говоря, видите, дальше они растут везде. Вот если бы так росли съедобные опята осенние. О, да. Опасность заключается в том, что опенок серно-желтый растет одновременно с другими опятами. Его можно спутать с опенком летним, опенком осенним, а особенно опенком кирпично-красным. Он на него очень-очень похож. И хотя кирпично-красный опенок считается несъедобным грибом, но некоторые его до сих пор собирают. Многие советуют отличать серно-желтый опенок не только по внешнему виду, но и по запаху и вкусу. Он очень горький на вкус, но не советую. Насчет запаха мы уже поняли, что это признак под вопросом, а пробовать на вкус ядовитый гриб лучше не стоит. Дорогие друзья, берегите себя, а также ставьте лайки этому ролику и подписывайтесь на канал Грибоед. До следующих встреч в лесу. Пока!